Всем привет! Меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер, и вы у меня на канале Шокояма, где мы с вами снимаем всякие сладости, готовим вкусняшки и потом их пробуем. Ну, вы пробуете, я тоже буду пробовать. И о чем же мы будем разговаривать сегодня с вами? А сегодня мы с вами будем разговаривать, и не только разговаривать, про яблоки. Потому что осень уже в самом разгаре, самое время снимать урожай яблок. И если вам, как и мне в детстве, привозят родственники и просто огромными ведрами и ящиками это сумасшедшие яблоки, то этот рецепт именно для вас. Мы сегодня с вами приготовим яблочный пирог с ореховым кремом. Готовится он очень просто, относительно быстро, но при сноровке и должном внимании у вас все получится. Так что приятного просмотра. Мы начинаем. Итак, поехали. Берем нашу дежу от миксера и масло сливочное. И помещаем сюда. Выскребем все. Сахар или сахарную пудру. И помещаем сюда. Отправляем все это дело в миксер. И начинаем замешивать. Наша задача хорошо перемешать масло и сахар. При этом, кстати, если у вас сахарная пудра, то вам не нужно перемешивать долго. Да? Вы можете сразу загрузить все ингредиенты, кроме яиц, перемешать их, потом добавить яйца и все. Но у меня сахар, а не пудра, поэтому мне нужно сейчас сначала масло с сахаром немножко перетереть, чтобы сахар начал растворяться. И потом я уже буду добавлять оставшиеся ингредиенты. Все, слегка перетерли масло с сахаром. Теперь мы его немножко снимем с краев. Для того, чтобы просто все лучше соединялось. И теперь отправляем сюда муку и миндальную муку. Но мы здесь используем муку из жареного миндаля, которую мы сделали сами. Если вам интересно, как это делать, вы пишите в комментариях, я вам расскажу. Все перемешалось. Все у нас соединилось. Добавляем яйцо и желток. Дальше вымешиваем, пока наше тесто не соберется в ком. Дальше мы его быстренько между двух пергаментов раскатаем примерно где-то 3 миллиметра. И уберем в холодильник, чтобы тесто остывало, отдыхало. Вот, смотрите, оно уже замешивается. Тесто начало формироваться, собираться. Вот видите, какое хорошее тесто получилось. Отлично. Все, мы его снимаем. Хорошее, классное тесто. Для нашей тарталеточки. Теперь берем пергамент. Вот, и подготавливаем его примерно 4 листа. Потому что теста у нас много. Берем половину нашего теста. Немножко подраспределим. Накрываем сверху куском пергамента. И теперь нам надо его раскатать. Конечно, если у вас есть под рукой нормальная скалка, то у вас это будет получаться очень хорошо. Но видите, у меня скалки под рукой нет. И тоже все получается очень даже хорошо. В общем, мы подготовили тесто, раскатали его примерно 2-3 мм толщиной. И теперь убираем его в холодильник. Минимум где-то на полчаса, чтобы оно постояло, стабилизировалось, чтобы отдохнуло тесто, глютен отдохнул. И сможем выкладывать его в тарталеточку. А сейчас, пока мы его ждем, мы займемся с вами кремом для этой тарталетки.
Итак, продолжаем. Наше тесто в холодильнике ждет своего часа. Мы делаем крем. Крем очень простой, он тип заварного. Прежде всего у нас тут налиты сливки, и вот тут внизу плавает ореховое пралине. Пралине у нас из лесного ореха. И если вам интересно, как же сделать это ореховое пралине, вы пишите в комментариях. Я обязательно вам об этом расскажу. Ничего сложного там нет. Также у нас есть яйца. Да, это очень важно, чтобы были яйца. И еще у нас есть сахар и мука. Итак, как же делать? Я вам показываю, вы запоминайте. Мы включаем плиту. Так, чтобы оно у нас нагревалось. Параллельно берем и смешиваем сахар с мукой. Все, сахар с мукой мы смешали. Это потихонечку нагреваем. Так, следим, чтобы здесь разошелся наш ореховое пралине. Так, пока там наше ореховое пралине расходится, все, это все греется. Мы берем и смешиваем наши яйца с нашей сыпучкой. Хорошо смешали. Да, сразу, прежде чем вы начали делать ваш крем, вы подготавливаете миску, в которую вы выложите потом крем, как только он сварится. Почему это надо сделать? Потому что если вы сварите крем, оставите его ждать, пока вы будете там рыскать по кухне в поисках миски, он у вас пригорит. Чтобы этого не было, как только вы его сварили, сразу же выкладываем в миску, закрываем пленкой в контакт и убираем на балкон. Если у вас зима, можно в комнатной температуре ему дать постоять, остыть. Я уже подготовил миску сразу. Итак, мы согрели наши сливки, заливаем их в яйца. Так, все перемешиваем хорошенечко. Выливаем обратно в наш сотейник. И теперь обратно ставим на плиту. И самое важное, мы постоянно помешиваем, прижимая венчик к дну кастрюли. Если мы не будем прижимать венчик к кастрюльному дну, то наш крем очень быстро может подгореть. Нам этого не надо. И теперь мы его доводим снова до кипения и кипятим примерно с полминутки, после чего откидываем его вот в подготовленную нами уже мисочку, накрываем пленкой в контакт и убираем в прохладное место до остывания. И будем готовить следующую составляющую нашего пирога. Вы думали, это все? Нет. Это было бы слишком просто, если бы это было все. Вот видно, как густеет крем, что это уже не жижа. Значит, что мы уже близки. Вот, закипел крем, видно, да, пузыри поднимаются. Все, вот мы сварили крем, выкладываем его в миску, закрываем пленкой, контакт и отправляем его на балкон. У нас сейчас прохладно, он там хорошо постоит. Пока мы ждем наш крем, чтобы он остыл, нам нужно подготовить наши тарталетки. Тесто уже отдохнуло, оно примерно минут, наверное, 20 отдыхало, этого ему более чем достаточно. Теперь мы его достаем. Берем, снимаем один слой. Сейчас мы сделаем вот так. Так. Снимаем второй слой. И очень аккуратненько выкладываем нашу тарталеточку. Вот так вот. Раз. Из этого теста получается вкусное печенье
Или вы можете его использовать еще на другие тарталетки. Если где-то у нас образовались полости, трещины, вы не пугайтесь. Мы сейчас их заполним. Давайте возьмем, снимем сразу излишки. Так. И вот там, где у нас образовались полости, вот здесь вот, например, стеночку стеночку собрали. Так, очень хорошо. Все, мы выложили тарталетку, вот посмотрите на нее. У нас там осталось тесто раскатанного еще на одну тарталетку. Если у вас тоже оно осталось, действуйте точно так же. Выкладывайте вторую тарталетку и убираем их в холодильник, чтобы они немножко отдохнули, пока у нас все равно крем остывает. Сейчас мы яблочки будем подготавливать. Тарталетки в это время как раз отдохнут. Просто если они не отдохнут после вот этих манипуляций, то во время выпечки тесто сожмется. И весь крем, который мы туда наполним, просто вытечет из них. Это будет катастрофа, серьезно говорю. Лучше дать подождать. Все, убираем и поехали. Итак, наше тесто отдыхает, печка наша нагревается, крем наш остывает. Самое время приготовить карамелизованные яблоки. Для этого нам понадобятся яблоки. Они должны быть уже почищены, порезаны, сердцевинки вырезаны, в общем, готовые к тому, чтобы их можно было карамелизовать. Нам понадобится сахар, естественно, и сливочное масло. Вот оно стоит, масло. Как мы это делаем? Мы берем, ставим на плиту сковороду, ну или большую кастрюлю, как вам удобно. Туда закидываем сахар и на огне его будем карамелизовать. Как только сахар наш карамелизуется, мы туда забрасываем масло. Всю эту карамель, как называется, деглазируем, чтобы она стала более живая. А дальше я вам подскажу. Вот. Хочу сказать, что яблоки лучше использовать максимально кислые. Если у вас есть Антоновка, используйте Антоновку. Если у вас есть Golden, не используйте Golden. Golden сладкие, и они вместе с сахаром и с этой карамелью, это будет очень приторно, не нужно. Я использую Granny Smith, зеленые плотные яблоки очень хорошо сюда подходят. Также сюда очень плохо подходят яблоки рыхлые, да, то есть следите за этим. Вот, поэтому потихонечку стоим, ждем, никуда не торопимся. Сахар начал карамелизоваться, смотрите. Ну вот видно, да, вот здесь вот уже карамелизуется сахар. Его можно вот так вот поболтать. Не нужно лезть туда и мешать. Пахнет какими-то благовониями. Интересно. В общем, что мы делаем? Мы медленно, но верно топим наш сахар. Масло сливочное должно быть уже наготове. Потому что весь этот процесс, он происходит очень быстро. Итак, смотрите. Мы уже близки к цели. То есть наш сахар практически весь уже карамелизовался. Осталось всего ничего. Надо дождаться, чтобы все кристаллики сахара разошлись. Иначе как бы не получится ничего. Не получится. Итак, смотрите. Сахар практически весь уже растворился. Сейчас уже, когда много сахара растворившегося, можно помешать. Вот этот вот, помочь ему распуститься. Распущенный сахар. Вот так. Итак, сюда мы добавляем масло. Сливочное масло. Так сказать, деглазируем нашу карамель. Теперь это не просто кусок сахара, который может встать колом. Теперь это карамель.
Как только мы все наше масло, чуть не сказал сало, как только мы все наше масло распустим, мы сюда можем добавить яблоки. Все, масло мы распустили. Добавляем сюда яблоки. И самое важное, пока их не трогаем. Примерно где-то минуту, а то и полторы мы не трогаем яблоки, чтобы карамель начала их пропитывать. И только потом мы можем ее перемешивать. Если мы сразу перемешаем карамель, она поднимется наверх, наверху холодные яблоки, она на них застынет кружками, шматками, и в общем это будет просто ужасно, это будет просто отвратительно. Поэтому мы вот сейчас забросили яблоки, не спеша можно поставить себе, видите, какой у меня есть таймер ставим, вот, минуту. Все, через минуту мы вернемся, и можем перемешать яблоки. Так, прошло на таймере, все, прошло время. И теперь можно их переворачивать. Наши яблоки. Вот так. Яблоки дали сок. Карамель еще чуть-чуть разошлась. Вот так. Красота. Все, и продолжаем дальше. Нам вообще на все про все уйдет, наверное, минут 10-15 на все наши яблоки. Все, яблоки наши готовы. Вот, видите, они стали мягкими. То, что нам надо. Лишняя влага из них ушла. И теперь мы их перекладываем в миску. Оп. Все, теперь они в этой миске должны будут остыть. И когда они остынут, мы их будем выкладывать на наш пирог. Все очень просто. Яблоки наши готовы. Вот они, проваренные в карамели. Такие все классные. Вот она стекает, лишнее, все правильно. Наш крем остыл. Вот, пожалуйста, он подостыл. Тарталетки наши тоже готовы к тому, чтобы ими заниматься. Все, осталось теперь просто это все собрать и отправить в печь. Вот наша тарталеточка. Вот крем можно чуть-чуть перемешать. Так. Ну, и нам нужно половину крема, да? У нас же 2 тарталетки. Так. И теперь выкладываем горячие еще пока яблоки. Вот мы выложили наши яблочки. И теперь тарталетка готова к тому, чтобы отправиться в печь. В печи она будет при 170 градусах. Ну, примерно минут 15. 15-20 минут она будет точно запекаться. Все, увидимся с вами, когда будем ее вынимать. В общем, мы вытаскиваем наш пирог. Он провел у нас в печи примерно 35 минут. Ну, я, как и говорил, все зависит от печи. Теперь, когда мы с вами карамелизовали яблоки, да, мы их после того, как карамелизовали, откинули на дуршлаг. И у нас стекла карамель. Это яблочная карамель, которую мы с вами варили. И мы сейчас этой карамелью кисточкой аккуратненько покроем яблоки. Это придаст им очень такой приятный блеск. Они будут очень вкусные, с насыщенным карамельным вкусом и цветом. Это просто космос, ребята. Почему мы сразу не покрыли этой карамелью яблоки при выпечке? Я вам скажу, потому что карамель даст очень много воды. Она жидкая. Да, во-вторых, она может просто-напросто начать гореть на яблоках, что нам тоже абсолютно не нужно. Вот, а мы после выпечки слегка, чтобы везде покрылось, и вуаля! Вот и все. Пирогу обязательно нужно дать полностью остыть, прежде чем его есть или куда-то его передвигать. Он еще живой, он еще очень,
очень ломкий, очень хрупкий, поэтому вот так я вам советую дать ему отдохнуть. А еще я вам советую ставить лайки, подписываться на канал, не забывать следить за обновлениями и комментируйте. Ребята, друзья мои, комментируйте. До скорых встреч, пока-пока!